Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Перед началом ролика хочу обратиться к каждому с просьбой поддержать меня. Осталось совершенно немного, чтобы достичь 1000 подписчиков, поэтому мне нужен каждый ваш лайк и комментарий для продвижения ролика и привлечения еще большей аудитории. Уделите немного своего времени, вот немного, вот столечко. И огромное спасибо всем, кто откликнется на мою просьбу. Также у моего канала есть телеграм-канал, ссылка на него закреплена в комментариях. Если что, там нет никакого спама. Только информация о канале, о игре. А еще я создаю свою комьюнити, поэтому мы там общаемся в комментариях. Присоединяйтесь к нам. И всем еще раз огромное спасибо. А теперь перейдем к ролику. Итак, что мы видим? Смотрите, здесь есть МК, есть Тайт, есть, в принципе, Шаман. Тут очень много сборок, на которых можно сыграть. Это первое. Но я хотел бы сыграть и забузить пандочку, если она, конечно, не придет. Но я более чем уверен, что, скорее всего, она не придет, и поэтому мне лучше всего сыграть на зверях. И просто насладиться игрой, но я не знаю, насколько это будет хорошо, насколько нет. Просто я уже столько попыток влил в то, чтобы попробовать забузить эту панду. В чем суть? Ставите панду, вам приходит какая-то панда, допустим, там убийца, шаман, без разницы. Приходит какая-то панда, все. И через нее вы играете, при этом ставите 3 волшебников сверху. И по идее к 20-му раунду у вас 3-го уровня панда. Но это все на бумаге. По факту беспощадно ломает лицо. Вы в тильте. И все. Краткое пособие на то, как получить табло. Не знаю, я реально очень много... Просто столько попыток потратил на то, чтобы взять себе и сделать вот эту панду обуженную. Но то ли мне просто не везет, то ли просто мне не хочет это вести, то ли это все вместе взятых и просто не хочет вести. Я не знаю. Другого у меня просто нет. Никаких других догадок. Никаких. ТМ-ка пришла. Отлично, классно. Как бы плюсик. Окей. Я 300 хп, если что, скипнул, но я сознательно это 300 хп скипнул. Я просто думаю, либо же я сейчас через двустрик пойду, либо же нет. Думаю, все видели игру на кунг-фу, и на самом деле здесь есть МК, я бы тоже хотел бы на кунг-фу сыграть, то посмотрим. Посмотрим, как она еще будет приходить, и от этого буду уже отталкиваться. Раз панда пришла, то почему бы ее не попробовать заобузить? А вдруг получится? Вдруг сегодня тот день, когда у меня это получится сделать? Но панда уже не пришла, поэтому... Вряд ли. Раз панда не пришла, то, скорее всего, пахнет проигрышем. Не знаю, у меня только такие ассоциации с этой всей темой происходят. Поставлю ЦМ-ку, чтобы сейчас мана у меня регенилась как можно быстрее. А типа танчит, то в принципе неплохо. Что можно еще такого придумать, вдруг чего? На самом деле больше ты ничего не придумаешь. Либо же ты сейчас сыграешь хорошенечко на этой задумочке, либо же не сыграешь на этой задумке. Будем смотреть от того, какая мне панда придет и когда она придет. Если она слишком поздно придет, то в этом нет никакого смысла обузить ее. Просто никакого. Просто 2 раза Вайпер плюнул в ЦМ-ку. Серьезно? Да. Немножечко тильт, конечно. Немножко. Так, ну, пришел более-менее неплохой билд на самом-то деле. Ну, более-менее, и все. Есть ЦМ-ка еще. Ну, надо ли она мне? Вопрос. На самом деле, не знаю, ЦМ-ка мне как бы не особо нужна. Минус арморба я тоже этот скипнул. Не знаю, мне лучше всего какой-то... Ну, вот броня как бы неплохая, зайдет. Броня мне зайдет. И сейчас буду обузить халявные роллы. Если получится, то круто. Не получится, ну, шо, будь здоров тогда. Спасибо за необуз, как говорится. Сейчас посмотрим. В принципе, у меня довольно-таки сильный билд. Если мне сейчас просто еще и кунг-фу со старта пройдет, то забейте. Это будет просто развал кабинета без единого шанса и без ДМС-регистрации. Жалко, конечно, что упал у меня баф на Тинкера. Лучше попал у меня баф на кого-то другого, но и в принципе на Тинкера пойдет. Но только вы, если видели только что, из-за того, что он тэпнулся, из-за того, что только что они... Короче, это тильт был только что. Я даже... Ну, все видели. Они просто перепрыгивали и задоджили мне все 3 выстрела.
Класс, круто, прикольно, спасибо. То, что они забузили... Ой, забузили. То, что они скипнули 3 выстрела, это вообще тиль был. О, чувака уже в двоечку поприходили. Кайф. Не знаю, если мне сейчас Гримтач перейдет, и придет сразу кунг-фу панда, то будет хорошо. Я имею в виду про хитреца. Если хитрец приходит со старта, то будет все шикарно. Но пока что что-то 6-й раунд, и его не торопится. Вот явно не торопится. Я, наверное, ЦК поставлю еще сверху. Ну, хотя бы парочку халявных роллов, но я хотел бы получить. Парочку. Я не говорю миллион. Парочку. Режь. Молодец. Хороший мальчик. Ой, боже мой. Уйди. Не приходи мне. Ну не надо. Зачем ты мне приходишь? Объясни. Я не тебя явно звал. Вот реально не тебя. Ладно, зато халявный ролл приехал. Можно. Тинкероса можно поставить на самом-то деле. Не знаю, хочется ее продать, эту панду. Хотя, если она в двойку придет, то, в принципе, неплохой танк. Тут тоже в единицу все хотя бы. На кого реген упал? На тебя? А, на тролля упал реген. Что-то я как-то не обратил сразу внимания на это и уже начал осуждать типа, эту тему, на кого реген упал. Сейчас панда очень поздно придет. Одна панда вот эта пивная пришла и все. А сейчас та панда, которая мне нужна, она не... Я даже демона заготовил. Неужели она реально не придет мне так рано? Есть Зевс, кстати, можно было бы попробовать орки плюс Эгида, но... А, тут понятно, тут шаман собирается. Даже не знаю, что будет. О, чувака уже панда, там класс. Класс. Ладно, мне тоже сейчас апгрейд небольшой пришел, но он пришел. Ладно, шаманов я пока так продам. Так, ЦК надо убрать, кстати, из билда. И вот этого зверя надо убрать. И вот этого убрать. Вот так вот пока. И вот это убрать уже. Не знаю, на 8-й раунд у меня 95 хп, в принципе, норм, но не норм ничего это. Вообще не норм, я бы так это сказал. А как это вы не перепрыгнули сразу, не задоджили скилл моего чувачка? Можно было бы это и раньше сделать немного. У меня скоро немножечко, наверное, крыша поедет от этого. Прям чуток. Есть у меня такой момент, что, скорее всего, у меня скоро крыша всплывет из-за этого. Не знаю. Я думаю, резак будет посильнее. У меня есть такое предчувствие, что резак будет посильнее. Кстати, я, наверное, вот этот медальон закину в Тинкера. И отхил, точнее, броню тоже закину в Тинкера. Ну, мне кажется, они будут сильнее. Ну, кстати, чуваку уже пришло там панда раз, панда... Точнее, не панда, а кунг-фу. Скорее всего, он будет играть на шаманах плюс кунг-фу. Вот у меня есть такой момент, что, скорее всего, он будет играть шаманы плюс кунг-фу. Билд показывается через него. Ну, просто вижу его билд, и мне кажется, что реально так оно и будет. А обычно, когда я так говорю, то, скорее всего, оно так и будет. Я удивлюсь, если здесь не появится никакого ведьмака. Хотя здесь уже строится, мне кажется, один ведьмак. Скрытый так точно. Как минимум потом переоденется ведьмака. Шаман вот еще один будет. О, классно. Панды просто испарилась. Как минимум одна панда просто испарилась. Ее даже не существует в этой игре. Боже, меня просто немножечко это на самом деле злит, но... Такой раунд уже. А панды просто нет. Приходит все, но не панда. Зачем? В принципе, если ранние гоблины придут, то можно на ранних гоблинах катнуть. Через Киру. Тут нет механизма, просто здесь есть гоблины, собираем Киру, и можно реально через Киру катнуть. Через алхимика. Вдруг чего, просто перестроиться в нормальный билд. В принципе,
реализуемость максимальная. Почему нет? Алхимик приходит, берем алхимика, реализуем, выставляем сверху SF, и все, кайф, катаем. Раз оно так приходит. Ой, забыл убрать. Раз не приходит ни панда, то все, можно забить уже болт просто на 28. Ищем алхимика. Ищем алхимика. Все, ты есть. Отлично. Теперь нужен только алхимик. Панда все, обузить нет смысла. Ну, она придет, хорошо, я ее продам. Я ее просто пойду на рынок продам. Она мне не нужна. Ей самое место на рынке. Так, ну, в принципе... Да, ну, можно реально гоблинов собрать. Просто баф гоблинов со старта, ради бесплатных роллов, ради того, чтобы собрать еще алхимика сверху. Круто? Да. Почему еще это круто? Во-первых, это реген, во-вторых, это броня. В-третьих, тут два человека, как минимум, убийцы. Против, конечно, ведьмачка какого-то не защитит. О, панда пришла. Спасибо тебе, дорогая моя. Ну, знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Вот знаешь что? Знаешь что? Я думаю, ты чувствуешь это, да? Иди отсюда. И ты. Обе идите, гуляйте. Все. Ваша лавочка закрыта. Неблагодарное отродье. С барской руки кормил этих пан все время. Но это не хочется просто мне на кунг-фу играть. Во-первых, это очень однообразно. Если все время играть на одной и той же сборке, это никому не понравится. Мне это самому не нравится. Чувак тут, кстати, на магах. И я это как-то момент упустил. Один маг, тут кунг-фу. Тут 100% будет кунг-фу. Еще панда сейчас найдет, у него будет 3 кунг-фу со старта. Тут непонятно что. Но он там, в принципе, на винстрике. Ему вообще без разницы, что он там соберет. Соберет одно, хорошо. Соберет второе, вообще отлично будет. Не знаю, может реально агра поставить. Пусть будет. Пусть будет. Можно, знаете, как еще сделать? Если против меня будет маг, то я просто соберу Хускара. Шикарно? Да. Но то, что здесь будет шаман, мне как-то не очень нравится. Если он себе ранних 6 шаманов соберет, плюс сверху еще кунг-фу накинет, то это будет вообще развал кабинета. Он просто закерит себе кунг-фу и приставит еще к ним этого. Кого приставит к ним? Шаманов. Что-то из головы вообще вылетело, если честно. Вот реально просто из головы вылетело. Так, ролл. Это ничего не пришло. 6-й уровень, заметьте. У меня уже 7% шанс на то, что мне придет какая-то фиолетовая фигура. Но пока что приходит совершенно не та фигура, которую бы мне хотелось. Я на самом деле не знаю, может ее поставить. Но хотя от нее импакта вообще минимум. Наверное, не стоит ставить. Наверное, все-таки реально не стоит ее ставить. Тут непонятно, что собирается, но скорее всего соберутся воины, но из-за того, что здесь есть маг, я бы не рассчитывал. Хотя здесь дракон. Ой, маг-дракон будет. Это проблема. То есть здесь будет как минимум раз маг, 2 маг, 3 маг, но скорее всего тут не маг, но через кунг-фу. И 4-й маг тоже через жрецов. Но ему вообще как-то не везет, у него 40 хп, жрецы, ничего нет. Я надеюсь, у него хотя бы баночки есть. У меня... Вот как ты можешь поступить. Он, короче, может сейчас фуловых жрецов собрать. Ну, у меня такое впечатление. Просто другого объяснения нет, почему у него так мало ХП, и он ничего не делает. Точнее, у него куча свободных слотов, и почему он ничего не делает. Вообще без шансов меня вынес. У него все в двойке, меня просто без шансов развалил. Лондруид. Отлично. На панда на халяву. О, не, никакая панда, иди туда. Все, я не дружу с пандами. С пандами я не дружу. Разговор у меня сейчас с ними короткий. Короче, просто некуда. Бесячие панды. Знаете, мне даже как-то... Ну просто посмотрите его стол. Двойки, еще и цветы. Наверное, он тоже через гоблинов хочет сыграть. А тут раз маг с 5 драконами уже.
Так, СФ, я тебя забыл убрать. Если Алхим ранее придет, то в принципе ок. Если не придет, то это будет не ок. В принципе, можно было бы зверей сделать. Но я уже много потратил на это. Все. Хотя звери на самом деле идут. Идут как миленькие. О, вот это хорошая шмотка. Я бы сказал, даже отличная шмотка сейчас ко мне пришла. Можно агра оставить, если он в двойку придет. Вот реально, если сейчас мне в двойку Огр придет. Не знаю, это пока бесполезно. Его можно просто оставить. Он может накинуть свой скилл, допустим, на того же Фуриона. Он может столько наспамить этих пеньков, и мы просто все вынесем. Вот все и вся. Ну тоже, если там кунг-фу будет, ну я думаю, они сотрут мне порошок плюс маги дракона. Если там соберутся хорошие маги дракона, то забей просто. Давай, еще разочек. Насумонил толпу. Я ему вообще не придет никогда в жизни сейчас этот кунг-фу панда. Сейчас шотнет, смотри. Смотри, сейчас шотнет. Я думал, просто раньше шотнет, но шотнуло хотя бы так. Спасибо на этом. Так, резачок поднялся. Отлично, зверь сюда. Поспешил. Но поспешил так поспешил и все равно. Поэтому резачку сейчас вот это все накинем мы. Сопротивление к магии есть. Это есть. Откат маны есть. Кира. Ладно, Кира тоже погуляй. Посмотрим сейчас, как будет все приходить. Пока просто не нравится вообще ничего, если честно. Ситуация максимально не очень. Вот максимально реально не очень ситуация. Меня выносят как только могут. Как хотят, сколько хотят. Я хотя бы сейчас по минимуму получаю. Хотя бы сейчас реально по минимуму получаю. Я бы мог такой максимум лутать. Что будет здоров. Так, тренд. Раз, два, три, волшебники 4, поэтому тренд мне не нужен. На самом деле, я, наверное, Фуриона поставлю. Как-то Фурион мне даже больше доверия вносит, что ли. Хотя, резачку закину сейчас вот так. Чтобы он больше резал. У него все-таки, когда меньше всех будет, 4 секунды плюс чистый урон, он, в принципе, массовый. В принципе, нормально. Щух. Вот так. Еще режь. Еще режь. Дум не туда. Не туда, Дум. Друид, зверь. Тоже. Это плохо. Естественно, что это для меня плохо. Это не для него плохо. Это для меня плохо. Ситуация не очень хорошая. Вообще не очень хорошая ситуация, если честно. Может, какой-то даже отхил стоит поставить. А алхимик, кстати, смотрите, до сих пор не приходит. Вообще не хочет приходить. Просто заговоренный. Так, это дракончики. Вот смотрите. Только что у меня гоблин перепрыгивал, и Лина кастанула в него скилл. Видите, ХП вообще не снялось. Вообще все равно ему. Классная игра. Я считаю, замечательная игра. Просто будь здоров. Но это, ну, я считаю, вообще не норм. Когда такая вот тема происходит. От слова совсем. Но такого быть не должно в игре. Тем не менее, оно есть. Ладно.
Есть и есть. Эх, сумона хочется. Хочется сумона. Так, шаманов, точнее не шаманов, тут нету никаких там скрытых жрецов. Скрытых жрецов мы не наблюдаем, отлично. Сейчас на этом раунде мы будем ролиться. Я надеюсь, что мне сейчас получится сделать. Я бы хотел рефрешер, либо со старта Некромикон. Была бы вообще песня. Алхимик пришел. Спасибо тебе, дорогой. Очень вовремя ты пришел. Хотя, может даже стоит его и поставить. Вот так. Уровень взять, немножко из инкама выйти. Какой-никакой, но баф со старта, в принципе, норм. Все это бред. И это тоже бред. Так, это предмет бред, это предмет бред. Давай. Хорошие предметы, но я их скипаю. О, о. А вот это я не скипаю. Вот это вот хорошо. Я бы сказал, даже это отлично. Кстати, забыл. Ладно. Две мишутки, это очень хорошо. Жалко, на них реген не падает. Вообще очень жалко. Ну ладно. Осталось мне только, чтобы Некромикон упала, будет вообще песня. Наверное, все-таки стоит, наверное, закинуть на него. Опа! А вот это уже подгон. А вот это уже подгончик, отлично. Такой мне нравится. Такому мы ставим плюсик. Однозначно плюсик. На минус деньгах сижу, но зато у меня синергия гоблинов есть. О как. Круто, да? Есть синергия гоблинов, и на минус деньгах сижу. Просто по кайфу. На самом деле нужно будет разобрать их чуть-чуть попозже. Сейчас немножко апну своих персонажей, нужно будет разобрать обязательно. Жалко, Некромикона нету, было бы вообще песня. Просто сопротивление к магии. Вот минус сопротивления не работает на мишек. Вот вообще не работает. Барабаны бы какие-то упали, было бы вообще песня. Кстати, еще одни эти упали. Шик. Кто, кстати, не знает, то сейчас персики, они обладают уникальным пассивным эффектом. И поэтому два персика нет смысла закидывать в одного персонажа. Ту-турум. Так, у меня собака в двойку уже. В принципе, 6 магов. О, вот это проблема. Посмотрим. Но это проблема, на самом деле, 6 магов. Ну что ты стоишь? А, ты уже закастил? А где мишки? А, вот мишки. Я что-то в своем мирке был, я не заметил, что он двух мишек уже засумонил. Так, сопротивление магии плюс 25 еще закину сверху. Пусть будет. Лишним не станет, на самом деле, если один у тебя мейн-герой такой огромный. Вообще лишним не станет. Ой, отличный баф. Отличный. Я даже не знаю, что сейчас будет сильнее, реген хп или все-таки, если я сейчас закину 6 зверей под сумонами огромнейшими. Реген хп, в принципе, ну, наверное, задефает меня немножко от них. Немножко прям. Не сильно. Надо сейчас посмотреть, как оно будет. Тут цвета огромное. Это что у нас? Никлаус. Шамана 6. Сейчас посмотрим. Просто если я уверен в себе то, что если я закину зверей, я уверен в том, что я смогу прям хорошенько дефать их. А тут у меня просто стабильный хп реген. В принципе, все неплохо, стабильно. Но долго выношу. Вот это вот минус. Хотя переживаю всех магов, по идее. Я не знаю, каким образом он его вынес. Вот этот шаман. А, как кдэшился, точно. Не знаю, каким образом он его вынес. Ладно, давайте сделаем так. Сейчас халявный ролл заработаю. А после этого выставлю уже всех зверей. Это получается раз, два, три, 4, 5. Забираю 6. Отлично. Все. Значит, в следующем раунде халявные роллы разбираю.
На самом деле я бы хотел закинуть сейчас какой-то бы магический деф. Какое-то магическое сопротивление, потому что здесь вот его просто тонна. Тут я еще смотрю, собирается цвета в тройку. Вот цвета в тройку это будет огромная проблема, если ему еще и упадет шаманка. Упадет ему шаманка, это будет огромная проблема для меня. Очень не хочу, чтобы шаманка это падала. Вот вообще не хочу, чтобы она падала. О, барабаны, отлично. А это не те. Вот это вот плохо, то что я подумал, что это зеленые барабаны второго тира упали на сумоны. Это не те упали барабаны. Ну давай выставлять свою синергию. Посмотрим мощь, вот эту богатырскую. Так, это так. Отлично. Так, мана. Мана закинем мы тебе. Это мы закинем тебе. Что у нас тут? Обезоружь. Отлично, это закинем в тебя. Это закинем в тебя. Насколько профитно, не знаю. Так именно я в первый раз делаю. Мана. Ну, мана давай все-таки, наверное, вот в тебя. Тебе как-то так мана не особо нужна. А вот этим бы ребятам пригодилось, если честно. На самом деле я бы просто шмотки тебе пересобрал и попробовал бы некромикон найти. Хотя просто вот эти вот два предмета, они очень сильные для меня. Магическое сопротивление. Тут рыцари. Ой-ой-ой. Ну, я боюсь только мага-дракона. Очень сильно боюсь мага-дракона. Ладно, все-таки я закину сейчас лондруида, потому что у лондруида есть аура магическая хотя бы. Она может меня задефать. Вот видите, насколько она сильно дефает меня? Насколько она моих ребят еще дефает сверху. Вот, я ему сейчас такой огромный минус в лицо дам, что он обалдеет. Шик. Я просто представляю, насколько он меня там проклинает. Я думаю, каждый игрок, который видит шамана, он такой думает... Ой, шамана-зверя, он такой думает... Чтоб ты долго жил. Чтоб ты долго жил, дорогой мой. Еще я вижу, там есть двери. Ой, звери. Короче, тут раз маг, два маг. Тут непонятно. И цветы еще сильные. Я даже не знаю, что делать. На самом деле хочется взять вот так. Вот так и вот так сейчас. Мага одного я вынес, и в принципе остального мне должно хватить. Пробуем. Просто рискуем. Но это явно не то, что мне надо было. Да, очень плохо. Может отхил закинуть вместо змейки. Так, ну это убийца. Убийцы, кстати, серьезная проблема для меня. Потому что я их никаким-то образом, ну, мало дефаю. Я вообще забыл, что уровень надо повышать, если честно. Уху. Так. Все это круто. Конечно, круто. Но, наверное, стоит поставить какой-то горн сверху. Какой-то горн. Сейчас, если найду, покажу. В каком горне. О, кстати, рыжий лис. Но рыжий лис можно вместо тусика поставить. Собаку разберем. Это мы уберем. Ладно, пришел, так пришел. Пока стой тут. Меня, в принципе, устраивает. Нужен только ап рыжего лиса. И, кстати, я его чуть поближе поставил сюда, эту змейку. Потому что только что, если кто обратил свое внимание, у меня на него не работала штучка на сопротивление к магии. А это плохо. Это грустно, печально. Боже, какой здесь огромный чувак. Стан. Отлично. Он цвет еще поймал? Ой, у него две цвета. Вот это самая огромная проблема, то что у него сейчас две цвета. Он просто будет весь мой стол сейчас уничтожать. Хотя, может, и я его вынесу сейчас. Если бы он инсектоидов поставил, я более чем уверен, что он мне там бы просто лицо расквасил. Вот так, за один разочек. Тайп. Вот это... То, что нам надо, конечно, но... Даже не знаю. Пробуем. Отлично, Ник. Я говорю, отлично. Спасибо.
Да где первого уровня вот этот вот челик, который агрит на себя? Не знаю, тайт или... Ну ладно, тайт. Лучше тайт. Кстати, наверное, этого все-таки на автопокупку поставлю. Пока, в принципе, неплохо. Пока. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, конечно. О, просто посмотрите, сколько насумонилось сейчас этих лондруидов. Я думаю, меня сейчас все проклинают в этой игре, абсолютно. Я же рыцарей 100% уничтожаю. Единственная огромная проблема для меня это цветы и шаманы. Все. Чуваку просто минус все лицо. Минус все лицо. Вот напишите в комментариях, как вы называете таких вот людей, которые играют на зверях? Вот как? Поделитесь своим мнением. Я уверен, что там много литературных некрасивых слов. Не знаю, кстати, поставлю его. Будет у меня 2 горна. Против шаманов так себе. Хотя и на самом деле, может, отхил какой-то. Хотя отхил не будет работать на... Ту-ту-ту. Нужен контроль. По идее, зря Тайда продал. По идее, реально зря Тайда продал. Реально, по идее, зря Тайда продал. Я, наверное, все-таки возьму вот эту броню, которая дает 30% сопротивления к магии. Но сейчас объясню, почему именно такую броню, а не какую-то там другую. Тут маг Горн. Окей. И я могу сделать себе Горн. Я, наверное, сделаю себе Горн со старта. Пусть будет хоть не как-то, хоть чуть-чуть меня, но оно поддефает. И вот так вот сделаю, потому что Горн появится здесь посередине. Все. Почему я сейчас взял вот эту вот броню? Вот сейчас подумайте, что ну больной, зачем тебе эта броня, если ты мог паролить и попытаться там рефрешер найти, либо что-то, либо еще такое вот. Но никак не вот эту вот броню. Объясняю. Эта броня защитит меня от рандомного хекса, от рандомного просто ну просто от рандомных плю. Кстати, надо было бы взять на баф хп, но дурак просчитался. Сейчас посмотрим, кто кого. Чья сборка... Вот, видите? Я не знаю, кого только что хекс прилетел. Я не увидел это просто. Но я более чем уверен, что прилетел он того, кого хотел. А вот, кстати, шамана, походу, меня еще и вынесли сверху. А вот это плохо. Плюс шаманов в том, что... Ну, вот такая вот тема может произойти. Так, цвету я вынес. Какая тема? Вот я не договорил немножко. Смотрите. Плюс шамана в том, что ему может хорошие, рандомные фигуры попасть. И тем самым он меня просто, что правильно, разорвет. Минус. Да. Ну, а что поделать? АПМ. Горн здесь, в принципе, не нужен. На самом-то деле, расстановку мне нужно сделать другую. Вот сюда куда-то поставить своего чувачка. Хотя я не могу этого сделать. Но сало прилетает именно в него. Поэтому, в принципе, я могу сделать следующим вот образом. Закинуть в него предмет. Вот так. Вот так вот. Вот. Тебя вот так сделать. Тебя вот так сделать. И, в принципе... Какой-то рандомный автохекс мне сейчас-то не прилетит. Сейчас, скорее всего, будет у нас последний раунд. Вот, я сейчас насумонил толпу народу. Застанил. Он мне дал свой хекс. А у него кунг-фу, да? Не, у него маги. Маги, фуловые маги. Просто посмотрите, ему панда это выпало. Что творит эта панда? И как это контрить? Не знаю, так попробую, конечно, еще. На суммон это, конечно, никак не отобразится. Как было, так и осталось все. Ну, я еще могу сейчас одну темку попробовать провернуть. Ауру. Не, ауру нельзя скипать. Если я ее скипну, я буду полным дураком, если так сделаю.
Ауру нельзя скипать. Ни в коем случае нельзя ауру скипать. Насумонил опять толпу. Здесь закастил скилл. В принципе, отлично, кстати, что я сейчас медузу поставил. Хотя, на самом деле, как мы видим, это, наверное, будет без толпы сейчас. Хотя... Не, ну магический, кстати, деф. Понял, минус 41 в лицо. Если бы у меня было 2 рефрешера, 2 некромикона, я уверен бы, чтобы эта катка закончилась бы... Я уверен, ну, с его слезами полнейшими. И я более чем уверен, сейчас я как-то не обратил особо внимания, но ему, наверное, пришли плохие фигуры. У меня есть такое впечатление, что ему реально пришли какие-то плохие фигуры. Мне нужно был бы рефреш и некромикон на Фуриона. Здесь шмотка на ауру резист. И вот эта вот шмотка, кстати, меня очень сильно спасла, потому что она дает полный иммунитет ко всем контролям. Это хорошо. Наверное, все-таки идеально то, что я поставил сейчас себе наг. Как-никак они дают 5 стаков против магического урона. Просто от любого урона. И даже если бы ему выпали хорошие маги, они бы меня так сильно не пробили, потому что как минимум у меня есть, во-первых, 5 стаков, раз. 2 у меня есть вот этого Тауэра, 3 у меня этого разора, ну, этого Лондурида никто бы не уничтожил. Ну и плюс все остальные у меня, в принципе, более-менее защищены были. Скорее всего, это и была главный плюс. А так, всем спасибо за просмотр, не забывайте оставить свои лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи!